Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, у нас с вами начинаются рождественские святки. Напоминаю вам, что с 7 числа по 18 января. И это достаточно мистическое время, поэтому обязательно положите это в своем доме или в своей квартире на достаток на следующий год. На что нужно обратить внимание в этот период, а также что обязательно нужно сделать. Давайте, друзья, далее в этом видео более подробно поговорим. Итак, друзья, святками или рождественскими святками называют период народных зимних праздников в январе. И именно святки начинаются с 6 января с восходом первой звезды, на которой приходится в рождественский сочельник. Праздник начинается с момента восхождения на небе первой звезды. И святки заканчиваются 18 января в крещенский сочельник. И вот святые вечера продолжаются до крещения, когда в церквях освящают водичку. С этой точки зрения, поэтому святки можно начинать в ночь с 6 на 7 января, а завершать в ночь с 18 на 19 января. Название святки произошло от глагола «святить». Православные христиане в этот период святят, то бишь прославляют Иисуса Христа. И вот эти 2 недели очень важно проводить ритуалы, практики, обряды на привлечение достатка, финансового благополучия, удачи на весь год. Поэтому обязательно в любой день в этот период обязательно проведите практику, положите это в своем доме. И вы знаете, именно святочная неделя в первый месяц еще в году – это время, которое наполнено мистикой и ожиданием чуда. Наши предки гадали на замужество и на будущую жизнь. Вы знаете, как мы уже сказали ранее, святки – это период между Рождеством и Крещением. И они проходят от сочельника, то бишь с момента появления первой звезды до начала Крещения, которые связаны с прославлением Иисуса Христа. Одновременные они и приурочены к зимнему солнцестоянию. И впервые святки, друзья, упоминаются в IV веке нашей эры в труде христианского богослова Ефрема Сирина. Официально 12 дней после Рождества признаны церковью в 567 году. В этот период верующие воспевали пришествие Иисуса Христа на землю. Во время святок люди приносили угощения в тюрьмы и больницы, а еще старались помочь бедным и нищим. Было важно, чтобы хорошее настроение было даже у рабов, нищих и заключенных. Поэтому в этот период когда-то старались всем подарить подарки, тем самым отдавая дань преданию о волхвах, которые принесли младенцу Иисусу золото, ладан и смирну. Одновременно на Руси святки были самым главным зимним праздником, посвященным языческому богу войны и победы Святовиту. 12 дней считались и временем бесов, разгулом для всякого рода нечисти. Люди верили, что в это время души умерших возвращаются на землю, нечистая сила начинает потехи, а ведьмы устраивают шабаш. До принятия христианства в период святок славяне чтили коляду, божество, олицетворяющее молодое солнце и новолетие, сына бога солнца, дождь бога. В этот период славяне старались всячески задобрить своих богов, преподнеся им угощения. Было принято зажигать свечу в центре разукрашенного колеса, разводить новый огонь в печках, печь ритуальные пряники в виде жертвенных животных, коров или ягнят. Также в святочную неделю народ наряжался в звериные шкуры и страшные маски, ходил по улице, громко пел песни и озорничал. Например, затаскивали сани на крышу дома или заливали водой печную трубу соседей. И будущая традиция петь колядки пошла как раз от песнопения ряженых.
Наряжаясь в шкуры, маски, устраивая погромы, люди старались слиться с нечистью, которая в этот период выходила на землю. Таким образом, народ хотел попросить потусторонние силы исполнить их желания, основным из которых был хороший урожай в новом году. Также люди просили удачного брака и материального благополучия. Интересно, но обычай купаться в проруби пришел на Русь не вместе с христианством. В X веке арабский путешественник Ибн Даста рассказал, что язычники, окунаясь в ледяную воду, почитают суровое ледяное божество своей родины, веря, что такой обряд придаст им хладнокровие и неукротимость в бою. А вот уже после принятия христианства церковь запретила гадания, колядки и ряжения. Людям поручили, по примеру Византии, посещать тюрьмы, помогать бедным и принимать любого гостя, тем самым получая Божью благодать. Языческие колядки в этот период сменились духовными песнями, а обычай ходить по домам за угощениями обрел одобряемую церковью форму. При этом, несмотря на запреты, люди продолжали гадать и общаться с нечистой силой. Считалось, что после купания в проруби все грехи смывались, поэтому немного пренебречь правилами было можно. И вы знаете, святочная неделя разделена на несколько праздников. В определенные дни были особенные традиции и ритуалы. Итак, друзья, начнем с 6 января, с рождественского сочельника. Вы знаете, к сочельнику на Руси готовились прямо с самого утра, приводя дом в порядок. Ужин обязательно должен был состоять из 12 блюд, которые символизировали 12 апостолов и количество месяцев в году. При приготовлении использовали простые ингредиенты, которые летом есть на грядках, чтобы в будущем был урожайный год. К трапезе приступали, как только на небе появлялась первая звезда. За столом обязательно должна была быть вся семья, чтобы год не был сложным. Для умерших родственников наши предки на окна ставили блюдца с сочевым и узваром. Это традиционные блюда были для этого праздника в те времена. Одно блюдо за столом оставляют свободным и для гостя, который может прийти в дом. Эта традиция – это память о близких, которые уже не могут быть за одним столом с семьей. Вечером 6 января нужно идти колядовать. Дети во время песен ходят по домам, желают хозяевам богатого урожая и, конечно же, просят угощения. Как правило, им раздают сладости и фрукты. В этот день нельзя сплетничать, ссориться, убирать в доме, заниматься вечерними домашними хлопотами. Их нужно завершить до 15 часов. После в церквях и храмах начинают праздничные богослужения. Далее, друзья, наступает 7 января, Рождество. В этот день все верующие посещают храм и славят Христа. Дома они готовят пышный стол, которого у них не было в течение длительного поста. За праздничный стол вечером в Рождество подают рыбу и мясо. Детям в этот день дарят сладости и подарки. В Рождество важно собраться в кругу родных и близких. За стол нужно сесть после прочтения молитвы. Православные христиане в этот день должны совершать хотя бы одно доброе дело. При этом помогать нуждающимся нужно только от чистого сердца. Далее, друзья, у нас с вами 13 января, щедрый вечер. В этот день принято устраивать пышное застолье, готовить праздничные блюда из мяса и, конечно же, звать гостей. Далее, 14 января, Старый Новый год. В этот день принято избавляться от старого. Также можно взять 3 свечи и обойти с ними весь дом, чтобы прогнать плохую энергию и отвести беды от семьи. Далее наступает 18 января, живится сочельник. Этот день еще называли крещенским сочельником или водяной колядой. Верующие запасались святой водой и купались в проруби, чтобы очиститься от грехов и болезней. Ну и 19 января, друзья, крещение Господне. В этот день отмечают Богоявление. В праздник важно избегать споров и ссор, а также постараться отказаться от алкоголя и тяжелой работы.
Считается, что период с 7 по 17 января – лучшее время для гадания. Эту традицию не одобряет, конечно же, церковь, но она по-прежнему существует во всем мире. Гадать принято в полночь либо с наступлением темноты. В качестве освещения можно использовать только свечи. Во время гадания девушка должна остаться обязательно в полном одиночестве. Считается, что если ночь на 14 января будет звездной, то год будет богатый. А вот пасмурная погода и сильный снегопад во время крещения прогнозируют хороший урожай и плодородие. Народ считал, что как святки проведешь, так и вся жизнь пройдет. Поэтому раньше люди старались в эти дни реализовывать все свои планы. Ну а чтобы жизнь была богатой, нужно во время святок носить только лучшие вещи. А чтобы дома был мир и любовь, важно говорить друг другу только добрые и ласковые слова. И вы знаете, святочное коледование – это один из основных обрядов праздничного периода. Время исполнения – первые 3 дня Рождества, включая сочельник, но чаще рано поутру на Рождество, а также в канун и первый день Старого Нового года, ночь с 13 на 14 января и, конечно же, канун Крещения. Коледование включает исполнение благожелательных песен, колядок, которые славят Рождество Спасителя. Как правило, коледующие – это чаще детвора. Небольшими группами ходили из одной избы в другую. Они могли быть наряжены самым затейливым образом – медведем, козой, бродягой или коробейником, кикиморой или бесом. Ряженые пели поздравительные песни, а выступив, требовали угощений. Благодарили хозяев за дары тоже песнопениями. Вы знаете, сон, приснившийся вам на святке, считается вещим. Обязательно его запишите и потом поймете, что же вам хотело сказать ваше подсознание. Что же нельзя делать на святке? Во время святок нельзя пересчитывать деньги, особенно мелкие монеты. Это может привлечь слезы и нищету. Нельзя шить, вышивать, вязать, так как в течение года может навалиться много забот, с которыми будет сложно справиться. Также запрещено покупать недвижимость, начинать новые дела и открывать бизнес. Считается, что нечистая сила, которая активна в этот период, может свести на нет все начинания и даже навлечь беду. Нельзя выполнять и тяжелую работу, иначе весь год предстоит тяжело трудиться. Запрещено крестить детей и даже венчаться. Считалось также, что люди, которые охотятся в святки, не вернутся домой, так как леший может завести их в глушь. В этот период также запрещено выметать ссор из избы. После святок весь мусор собирают в кучу, выносят во двор и обязательно сжигают. Считается, что тогда год пройдет в мире и в благополучии. Помните о том, что нельзя терять вещи, так как это приведет к убыткам. По народным приметам в святочные дни можно привлечь в дом деньги. И для этого мы рекомендуем вам проводить определенные практики, ритуалы и обряды. Но для начала обращаем ваше внимание, что плохим знаком будет выбрасывать рассыпавшиеся по столу после трапезы крошки хлеба. Обязательно высыпайте их птичкам. Если выбросите их в ведро, то все равно, что пустить по ветру будущее богатство и благополучие. Также во время святочных дней обязательно зажигайте благовония. Лучше всего для того, чтобы привлечь достаток и удачу в дом, подходят ароматы корицы и ванили. А также мы вам предлагаем еще провести одну прекрасную практику для того, чтобы привлечь деньги, изобилие и достаток в 2024 году. Для этого вам нужно взять купюру, и чем крупнее, тем лучше. И спрятать ее в нарядную коробочку можете это сделать, можете взять шкатулку. Если у вас нету под рукой ни коробочки, ни шкатулки, используйте конверт, но обязательно красного цвета. Когда будете
класть в конверт или в шкатулку, или в коробочку, скажите такие слова: «Я могущественный творец своего изобильного мира. Финансовые потоки плывут в мою жизнь полноводной рекой. Я успешный и здоровый человек». Тратить вот эту купюру нельзя до следующего года. Как вариант, вы можете время от времени открывать коробочку, конвертик и смотреть на купюру, представляя, как в ваш дом приходит благополучие, достаток, а кошелек становится только толще. Обязательно в святочные дни проведите хотя бы одну практику, и вы увидите, как ваша жизнь может кардинально измениться. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, прямо сейчас в комментариях напишите: «Я привлекаю деньги, истинно да будет так», и Вселенная обязательно примножит благо в вашей жизни. А прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.